Довольно часто будущие родители, планируя беременность, несмотря на отговорки для окружающих «главное, пусть родится здоровым», хотят, чтобы у них родился ребенок определенного пола. И, к сожалению, это бывает вопрос не только личного желания, но и вынужденная необходимость, когда в семье присутствует генетическое заболевание, связанное с половой принадлежностью. Сегодня в выпуске мы обсудим наиболее популярные методики планирования пола будущего ребенка, как относящиеся к традиционной, так и нетрадиционной медицине. Здравствуйте, мои хорошие! Перед тем, как непосредственно перейти к разговору о методах планирования, давайте попробуем разобраться, какие механизмы лежат в основе этого удивительного процесса. От чего зависит, кто родится, мальчик или девочка? Отвечают за пол будущего ребенка половые хромосомы, обозначающиеся буквами X и Y. Мужской пол кодируется хромосомами XY, а женский — хромосомами XX. Половые клетки человека имеют половинный набор хромосом. Яйцеклетки могут содержать исключительно X-хромосому, а сперматозоиды либо X, либо Y. В момент слияния мужской и женской половых клеток хромосомный набор восстанавливается. Половина хромосом принадлежит отцу, а другая половина матери. Если происходит оплодотворение сперматозоидом, несущим X-хромосому, геном будущего ребенка будет содержать набор XX, то есть родится девочка. Если же первым достигнет яйцеклетки сперматозоид с Y-хромосомой, полученный набор половых хромосом будет XY и родится мальчик. Так как яйцеклетка всегда несет только X-хромосому, пол будущего ребенка совершенно не зависит от женщины. Именно от того, какой сперматозоид X или Y произведет оплодотворение, определит пол будущего ребенка. Основываясь на знаниях вышеописанных механизмов, современными медиками разработана методика, позволяющая почти со 100% вероятностью запланировать пол будущего ребенка. Называется она экстракорпоральное оплодотворение с предимплантационным генотипированием. Эта методика заключается в том, что оплодотворение осуществляется искусственно в пробирке путем отбора сперматозоидов, несущих желаемый пол ребенка. К недостаткам этого метода относится высокая стоимость и трудоемкость. Если говорить о неинструментальных методах, то стоит отметить, что существует гипотеза, согласно которой основоположниками подобных методик были китайские астрологи, предлагающие в свое время целый ряд таблиц, проведя вычисления по которым можно было предсказать пол будущего ребенка. Современная медицина относится к подобным предсказаниям с довольно большим скепсисом. Взамен таблиц она предлагает не уповать на волю случая, а запастись градусником. Методика, в которой он пригодится, основана на составлении графика базальной температуры. В ее основе лежат следующие основополагающие факторы. Оплодотворение возможно только в течение 24 часов после овуляции. Именно сутки яйцеклетка способна принимать сперматозоид. Сперматозоиды, несущие X-хромосому, двигаются медленнее сперматозоидов, несущих Y-хромосому. Сперматозоиды, несущие X-хромосому, живут до 72 часов. Сперматозоиды, несущие Y-хромосому, живут до 24 часов. Соответственно, если желаемый пол будущего ребенка женский, половой контакт должен происходить не позже, чем за 2-3 дня до овуляции. Если желаемый пол ребенка мужской, половой контакт должен происходить не ранее, чем за 1 сутки до овуляции или сразу во время овуляции. Поможет как раз определить сроки предполагаемой овуляции градусник, с помощью которого, измеряя базальную температуру в течение как минимум 3 месячных циклов, составляют ее график, в соответствии с которым можно вычислить необходимый для зачатия день. Более точно определить дату овуляции могут помочь специальные тесты на овуляцию, которые продаются в каждой аптеке. Но, пожалуй, самым достоверным считается УЗИ-контроль с доплерометрией, фолликулометрия. При помощи данного метода можно спрогнозировать с точностью до 12 часов, когда произойдет овуляция.
Повысить точность фолликулометрии помогает фармакологическая стимуляция овуляции. При этом методе после определения с помощью ультразвукового исследования готовности яйцеклетки к овуляции вводят однократно препарат, стимулирующий выход яйцеклетки в определенное заданное время. Этот метод обладает самой высокой эффективностью при планировании пола ребенка без применения экстракорпоральных методов оплодотворения. А теперь давайте рассмотрим самые популярные теории, касающиеся планирования пола ребенка, информацию о которых можно найти в интернете. Но тут будьте бдительны, никто не дает никаких гарантий, что они помогут точно ответить на вопрос о поле ребенка. Начнем, конечно же, с древних китайцев. В соответствии с их учением, пол младенца будет зависеть от лунного возраста матери и даты зачатия. Существуют таблицы, с помощью которых можно подсчитать пол будущего ребенка. Но древние китайцы, к сожалению, совершенно забыли про папу, донора половой хромосомы. Согласно другой теории, ближе к полнолунию по лунному календарю наступает время мальчиков, к новолунию – девочек. Менструальный цикл по продолжительности совпадает с лунным – 28 дней. Но если бы теория была верна, то у всех женщин овуляция и менструация наступали бы в одно и то же время. Расчеты, основанные на возрасте будущей матери. Здесь нам предлагают следовать формуле x плюс y плюс m плюс 3 разделить на 2, где x – это количество полных лет женщины, y – месяц ее рождения, m – месяц зачатия ребенка. Получившиеся результаты трактуют следующим образом. Если в результате несложных арифметических действий получилось нечетное число, то родится мальчик, а если четное – девочка. С точки зрения медицины, данная математика не имеет под собой никаких научных обоснований. У жителей страны восходящего солнца своя методика планирования пола ребенка. Здесь соотносится месяц рождения мужчины и женщины, а также месяц зачатия ребенка. Возраст родителей не учитывается. Получается, что одна и та же пара в данный конкретный месяц в году может иметь ребенка только одного пола. Примеров опровержений масса. Много семей имеет разнополых детей, дни рождения которых находятся рядом или вовсе совпадают в календаре. Особого разговора заслуживает методика, учитывающая питание будущей матери при планировании беременности. Эта теория зародилась у французов. Утверждается, что мама может повлиять на пол будущего ребенка, если будет питаться определенным образом. Диеты надо придерживаться не меньше 2 месяцев до зачатия. Эта теория очень спорна и даже опасна, как для здоровья женщины, так и для ее будущего потомства. Строгая монодиета, скорее всего, приведет к ухудшению способности к зачатию, но не к появлению младенца определенного пола. Необходимо также помнить о том, что дефицит некоторых веществ может сказаться на здоровье будущего ребенка. Монодиеты родителей, особенно будущей матери, способны приводить к порокам жизненно важных органов и систем и даже пагубно сказаться на умственном развитии ребенка. Следующая теория – определение пола по обновлению крови. Она основывается на предположении, что кровь мужчины обновляется раз в 4 года, а кровь женщины раз в 3 года. Чтобы определить пол будущего ребенка, надо разделить возраст мужчины на момент зачатия на 4, а возраст женщины на 3. Потом каждый результат разделить пополам. Если остаток у мужчины больше, то будет мальчик, в противном случае – девочка. Само понятие обновления крови очень спорно. Кровь состоит из жидкой части плазмы и форменных элементов. Плазма крови полностью обновляется за несколько дней. Форменные элементы крови тоже имеют небольшую продолжительность жизни. Продолжительность жизни эритроцита 120 дней, лейкоцитов от нескольких часов до нескольких месяцев, тромбоцитов 10-12 дней. Что же обновляется в крови один раз в 3-4 года и как это влияет на половые клетки, остается загадкой. И в заключение сегодняшней беседы интересный факт. В некоторых странах Европы, а также Японии, Австралии, Канаде и Индии медицинские методики планирования пола ребенка запрещены на законодательном уровне. Не приветствуются они и в странах, где есть ограничения на количество детей в семье, например, в Китае.
Ну а для родителей, которые решат довериться судьбе, приведу следующие сведения. Развитие половых признаков плода происходит с 9 по 12 неделю. Только на 11 неделе появляются первые признаки наружных половых органов, которые можно увидеть во время ультразвукового исследования. На этом сроке беременности точность полученных результатов достигает 53%, а при проведении ультразвукового исследования в 15-16 недель – 97%. Поэтому родители, присутствующие при проведении УЗИ во втором триместре, могут без труда сами увидеть пол ребенка на мониторе. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!